Сегодня мы будем говорить про аминокислоты. Если не хватает хоть одной, все процессы нарушаются. И в Protivity Ultra присутствует 11 аминокислот. Без нее не будут вырабатываться гормоны щитовидной железы. Есть еще такое понятие, как БЦА. Во время тренировки в день рекомендуется 15-20 грамм. И как раз в продукте Protivity есть такие незаменимые аминокислоты. Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня мы будем говорить про аминокислоты. Аминокислоты можно разделить на два вида. Это заменимые и незаменимые. Заменимые синтезируются в организме, а незаменимые не синтезируются, и построить их можем только из пищи. Аминокислоты – это наши кирпичики. Они участвуют в огромных и разных процессах синтезе различных белков и кислот, таких как ферменты, гормоны, меланин, антитела. По сути, это то, из чего состоит наше собственное тело. Они защищают наш желудочно-кишечный тракт, нормализуют психосоматику, настроение, внимание, сон, концентрацию, контролируют уровень агрессии, повышают биологический баланс, что способствует повышению, конечно, энергии и способствует обновлению нашей кожи, наших мышц, наших костей, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, контролируют уровень сахара в крови. И в нашем организме 20 аминокислот. Для того, чтобы они просинтезировались, мы должны есть продукты, которые содержат белок. Но даже если мы с едой получили строительный материал для 19 из них, а одна не просинтезировалась, то белки будут синтезироваться с определенным дефектом. И этот белок, не выполнит свою полноценную функцию. А если аминокислоты не синтезируются организмом, они должны поступать к нам с пищей. Но в современном мире это сделать крайне сложно. И как раз в продукте Protivity есть такие незаменимые аминокислоты. Они очень в биодоступной форме. Этот продукт недавно вышел в улучшенной формуле с добавлением окончания ультра. Можно сравнить его с универсальной тканью, из которой мы с вами состоим, или с нитками, которые создают вот эту самую нашу ткань. Продукт имеет очень высокую питательную ценность и является основой любых тканей, мышц, гормонов, сухожилий, связок. И в Protivity Ultra присутствует 11 аминокислот, 3 из них с разветвленными боковыми цепями для синтеза именно мышечного белка. Итак, поехали. Лизин. Он в большом количестве присутствует в коллагене. От этой аминокислоты зависит крепость мышц, хрящей и наших сухожилий. Дальше. Фенилаланин. Это альфа-аминокислота, она присутствует в организме в виде белков в свободном виде. Без нее не будут вырабатываться гормоны щитовидной железы. Идем дальше. Аминокислота глутамин. Она необходима для нормального функционирования иммунной системы и нашего кишечника. Дальше. Аминокислота трианин. Поддерживает белковый обмен коллагена и эластана и участвует в обмене жиров, препятствует отложению жиров в печени, какая важная функция, и стимулирует иммунитет, участвует в продукции антител. Идем дальше. Аминокислота аргинин. Она необходима для функционирования гипофиза, который регулирует огромное количество процессов в нашем организме, замедляет рост опухолей, повышает активность вилочковой железы, помогает в снижении веса и входит в состав многих гормонов. Дальше. Аминокислота цитрулин. Способствует выведению молочной кислоты из наших мышц, участвует в синтезе АТФ, улучшает кровеносное снабжение. Идем дальше. Такая аминокислота, как гистидин, необходима для образования белых и красных клеточек крови и входит в состав миелиновых оболочек, насыщает наши ткани кислородом. Дальше. Аминокислота цистеин. Это серосодержащая аминокислота, она играет важную роль в синтезе и формировании тканей нашей кожи и входит в состав пептидов. И плюс 3 аминокислоты с разветвленными боковыми цепями. В состав этих аминокислот входит лейцин. Лейцин защищает мышечные ткани и является источником энергии. Он способствует восстановлению костной и ткани мышцы нашей кожи. Дальше. Такая аминокислота, как изолейцин. Она необходима для синтеза гемоглобина, увеличивает выносливость, регулирует процессы энергосбережения в организме и уровень сахара в крови. Дальше. Аминокислота валин. И она поддерживает обмен азота, используется мышцами в качестве энергии и оказывает стимулирующее действие, очень хорошо влияет на память и сон. Очень важно, что все эти аминокислоты имеют так называемую L-вращающую форму.
вращаются вправо. И это вращение позволяет им правильно встраиваться и создавать правильные белковые конструкции. Есть еще такое понятие, как БЦА. Это 3 незаменимые аминокислоты с разветвленными боковыми цепями. Они очень важны для синтеза мышечного белка. И если вы активно, профессионально занимаетесь спортом, эти аминокислоты вам просто крайне необходимы. То есть еще раз про них поговорим, но уже какую роль они играют для спортсменов. Это лейцин, изолейцин и валин. Это и есть составляющая БЦА. Когда эти 3 аминокислоты объединяются вместе в одном продукте, они работают в синергии и дают особенно хорошие результаты, дополняя друг друга. Но с едой их получить крайне проблематично. Как работают и что дают при спортивных нагрузках эти аминокислоты? Первое. Они дают классную и сильную энергию мышцам, являются основным строительным материалом для них. Дальше. Лейцин играет важную роль в процессе наращивания мышечной массы. Изолейцин повышает уровень энергии, помогает восстанавливаться после физических нагрузок. Валин помогает восстанавливать мышечные ткани, регулирует уровень сахара в крови. Еще есть такая функция, как антикатаболическая. Это значит, что эти аминокислоты защищают мышцы от распада, то есть от так называемого катаболизма. И БЦА нужно употреблять для того, чтобы тренировки не проходили за счет прожигания собственных волокон. И как раз она крайне важна на этапе сушки, благодаря этому увеличиваются силовые показатели. Эти аминокислоты позволяют набирать сухую мышечную массу, существенно увеличивать силовые показатели, защищать мышцы от разрушения. И это крайне необходимая добавка для спортсменов. Если говорить о протеине, то в нем есть определенное количество аминокислот, которые производители добавок уже добавляют в состав в небольшом количестве БЦА. Но это эффективно в момент отдыха и в период восстановления между тренировками. А БЦА активны как раз в нужной дозировке при нагрузке и сразу после нее. Если говорить о составе мышц, то они на 1/3 состоят из БЦА, и во время тренировки тратится энергия, которая в том числе состоит из данных аминокислот. Если во время тренировки возникает дефицит этих аминокислот, это очень сильно влияет на разрушение мышечных белков. Чтобы этого избежать, нам нужно пополнять их дефицит именно во время тренировки. А после тренировки прием этих аминокислот обеспечивает мышцам быстрое восстановление и, главное, запуск построения новых мышечных волокон, обновленных уже. И рекомендуется принимать за 20-30 минут до тренировки, так как необходимо, чтобы они начали растворяться в ЖКТ и выполнять уже непосредственно свое предназначение во время тренировки. В день рекомендуется 15-20 грамм. При их приеме существенно увеличивается энергия. Для того, чтобы увидеть хороший результат для спортсменов, их нужно принимать примерно 2-3 месяца. Из перечисленных сегодня мною фактов о огромной ценности аминокислот можно сделать вывод, что они необходимы каждого, так как мы с вами из них состоим, и они основа всех процессов. Если не хватает хоть одной, все процессы нарушаются, что является причиной огромного количества заболеваний. Обратитесь к людям, которые отправили вам эту ссылочку, они помогут приобрести продукт Protivity Ultra со скидкой. А на этом сегодня у меня все. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео.